Господа, ну и как обычно в самом начале о ценах, потому что к обзору нужно подготовиться и нужно понять, с чем мы имеем дело. Для того, чтобы знать, сколько стоит тот или иной автомобиль, как обычно, заходим на autospot.ru, просто выбираем нужную нам модель и марку, в нашем случае это сегодня будет Kia K900. И сразу же мы отлично видим, что эта Kia стоит в простой комплектации 2 926 000, причем есть даже наличие. Престиж у нас уже по 3 800 примерно, и топ у нас забирается практически в 4 миллиона. Причем это не мифическая цена в конфигураторе, а реально живые машины, которые ждут вас прямо сейчас у официальных дилеров, причем это уже последняя цена с учетом всех скидок, акций и подарков. Над каждой машиной сверху даже прописано, сколько тысяч вы экономите от базовой цены, если бы вы пришли и стали покупать ее в лоб. И опять же, самое главное, в этом случае вы узнаете только уже настоящие живые цены на живые существующие машины в наличии. Все ссылочки на портал autospot.ru, естественно, будут в описании под этим видео. Здравствуйте, господа! У нас сегодня сразу не успех. Он Kia имеет отношение мало, он имеет отношение к нам. Вы все время просили, дайте нам какую-нибудь нормальную тачку. Я такой думаю, надо взять какую-нибудь Kia. Спросили у представительства, дайте нам какую-нибудь Kia. Они говорят, да, у нас есть какая-нибудь Kia, мы вам ее дадим. Мы приходим забирать Kia, понимаем, что это 5-литровый V8, который стоит 4300. Это не то, что вы думаете, когда вам нужна Kia. Обычно просто, когда вы садитесь в Kia, вам что нужно? Чтобы водитель не заезжал на заправку, по пути не курил и не просил вас кинуть на карту вместо оплаты в приложении, да? Но это совсем другая история. Здесь водитель работает, скорее всего, на вас. И вы решаете, когда заезжать на заправку, и за это даже не нужно платить, исключая момента самой покупки и окладу вашему личному водителю, который может здесь вас возить, а вы при этом сидите сзади. Боже мой, это вообще Kia? Это что? Это на самом деле не Kia. Это некая сборная солянка, и в этом его огромный минус. Но с другой стороны, это всего 4300. Но все по порядку. Погнали! Костян. Вы кто такие? Я вас не звал. Идите на... Итак, когда вы делаете машину представительского класса, вы всегда вкладываете это в некая история, стиль, преемственность, образ жизни. Но это Kia. Серьезно? Какая преемственность, какая история, никто про нее ничего не знает. Ты как человек, допустим, если никогда ни на чем не ездил, она тебя вштырит дико. Это супер тачка, просто безумие. Ты будешь покупать ее, кайфовать от нее, ездить, ничего тебя в ней не расстроит. Но, допустим, ты уже вкусил жизнь, поел устриц, ты знаешь, что такое 7-я серия, ты знаешь, что такое S-класс, ты знаешь, что такое А8, ты знаешь, что такое преемственность, ты знаешь некий стиль, к которому ты привык. А когда ты покупаешь тачку представительского класса, операторы начинают заходить, как мы и договаривались, вот сюда вот так вот, чтобы в профиль. Да. Ты уже начинаешь ожидать чего-то от машины. Ты начинаешь понимать, что садясь в определенный автомобиль, ты хочешь одно, второе, третье, десятое. Здесь ты вроде все это и получаешь. У тебя есть и LED-оптика, и радар спереди, который отвечает за круиз-контроль адаптивный, и камеры в круг. У тебя есть потрясающая губа на бампере, которая на самом деле по-честному пластмассовая. Прямо не какой-нибудь там поддельный галимый алюминий, который мог быть здесь. Нет, ребята, все по-настоящему. И почти 20-е, хотя на самом деле 19-е диски, но вид имеют прямо здоровый. И какая-то вот такая внешность, которая на самом деле просит, чтобы багажник был сзади чуть побольше, тогда прямо будет смотреться очень жирно. Но он чуть покороче, но это все допустим. Хромовая обводка задних фонарей, которая не в масть, но это еще ладно, это ничего. Но самое главное, что когда у вас нету истории перед этой машиной, вы начинаете подсматривать чужую. И тут-то Kia и рассыпалась на детали. По двигателю у нас с одной стороны с вами практически идеал. Это атмосферный V8 на 413 лошадиных сил. То есть мы получаем надежность, относительную простоту, не путать с простатой, конструкции и динамику.
это чудовище разгоняет вот это большое чудовище до сотни за 5,7. Вы получаете быструю, комфортную, практически избыточно мощную машину, да еще и на полном приводе. То есть, казалось бы, здесь все идеально. Но под капотом мы видим типичную 7-ю серию. И я понимаю, что просто так совпало. Ну вот так получилось, что все автомобили сейчас строятся примерно по одному алгоритму. И если вы хотите получить машину легче, вы просто должны прийти к этой системе стаканов. Это практически единственное, что здесь силовое, лонжерон, а дальше система из трубочек, телевизора, большого количества пластика, какого-то алюминия и такого же варианта абсолютно, что если я вот это вот отстегну, где у нас типа земельная клемма, засуну сюда руку, практически она же и поехала, эта серия. Так вот, засуну сюда руку, я могу рукой дотянуться до локера. Если бы его не было, я бы уже пощупал колесо. То есть внутреннего крыла железного как такового не существует. И вся силовая конструкция, если вы просто вот так на нее посмотрите, то это вполне себе G11, G12 кузов. Но просто так совпало. Ничего такого. Тем более, если вы никогда не видели новую семерку или вообще Clar-платформу у BMW, вряд ли вы поймете, что это действительно настолько совпадает. И надо же, оно все так же в таком же чудовищном перегреве. То есть, когда ты открываешь капот, тебя прямо обдает огнем. То есть, ну вот так бывает. Ничего личного. Идем дальше. Заводимся. Привет, BMW. Здорово. Как дела? Ну, тут рестайлинговое какое-то, да, непонятное. Так, ну и здесь мы сейчас что-то должны тоже еще увидеть, что-то там подтвердить. Бэк, ага, нет. Вот, теперь, да, мы прочитали. Все то же самое. Окей, все, договорились. Едем дальше. Да совпало просто, господи, да просто очень похоже, не более того. Никто ничего там не переживайте. И если кто-то там сейчас подумал, что вот Костя специально делает там разнос Kia, нет, вы знаете, с Kia у меня какая ситуация? Нифига там так камера прикольная вместо спидометра интегрировалась, это надо будет подснять. Прямо интересно. С Kia у меня отношение другое. Я вообще не хочу их ни в коем случае уничтожить. Kia — это те ребята, которые делают сумасшедшие концепты, которые делают очень массовые, качественные, доступные автомобили, которые точно могут сделать все, которым не нужно ни у кого брать ничей дизайн никуда. Если по какой-то причине они здесь решили, что они хотят влезть в нишу, у них были все возможности 100% сделать полностью свой реально крутой автомобиль. Я был на выставках, я видел эти концепты, я знаю, куда они идут. Они идут в совершенно правильном направлении, и здесь я не хочу их уничтожить. Мне просто обидно, что эти ребята реально могут сделать круче. И все, что я хочу от Kia, это то, чтобы у них получилось. И они где-то рядом. Но пока что вектор направления они взяли чуть-чуть не тот. Не нужно быть кем-то. Нужно быть великой Kia, потому что все возможности для этого присутствуют. Потому что, блин, как она едет, пацаны. Как она едет. Какая она плавная. Какая она шикарная. Она не только выглядит как BMW и Mercedes, она и едет как BMW. Ну, конечно, больше в сторону Mercedes. Блин, нифига, здесь вместо тахометра, погоди, а правый? Обалдеть! Вот так, еще раз, я сейчас просто слушаю, это прямо шок. Вот такого не ожидал никто. Смотри, левый поворотник, правый поворотник. Обалдеть, я боюсь на аварийке представить, что будет. Не, ничего не случилось, ну ладно. Средняя часть, это просто S-класс. Это прямо 100% S-класс. Часы, вот эти кнопки по низу, прямо это 100% S-класс. Мультимедиа, это семерка. Ну, очень здорово. Вот это дерево, торпеда, вся целиком торпеда. Господи, какой он оранжевый. Это тоже целиком Mercedes. Ну, в общем, боковая вот акустика, как эти динамики оформлены. Я искал сразу надпись Bowers и Wilkins. Руль свой Kia, и он классный. Вставки из дерева классные, просто шикарные, с фактурой, прямо настоящее такое, какое дерево.
Вот эти кнопки, то, что я смотрю, это борщ. Это не, я в этом просто боюсь запутаться, это страшно. При этом кнопка подогрева руля на руле не поместилась. Действительно, у нас на руле 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 кнопок, 2 крутилки и еще 2 отдельных джойстика. И при этом кнопка подогрева руля сюда не влезла. Наверное, эти кнопки настолько необходимы, что подогрев руля уже, но едет очень круто. Очень мягко. Шикарно работает коробка. Двигателя практически не слышно. Он переключается на 1600 оборотов в городском режиме. Он переключается 1600. Он вообще не крутится. Это круто. Значит, момента там также даже всего хватает. Это у нас еще комфорт стоит. Да нет, у него есть беспроводная зарядка спереди, беспроводная зарядка сзади, у него куча опций, все настраиваем. Ну да, есть еще большие красавчики, но это временно, они все равно скатятся. С вашими ценами вы их уничтожите, просто будьте собой, сделайте так, что люди хотят Kia, а не хотят всех остальных, и вас берут, потому что вы дешевле. Холостые 500. 500. Они ниже, чем у дизеля, и его вообще не слышно на холостых. Она очень тихая, шумоизоляция сумасшедшая, люк фуфло полное. И вот ты в этом постоянно, тебя так колбасит, у тебя вот эта пила эмоций, она просто сверху донизу. Вау, круто, фуфло, вау, круто, фуфло, вау, BMW, вау, Mercedes, вау, Kia. И вот это такой винегрет. И здесь вроде как все вот это круто, то есть в сумме оно работает, это реально нормальная тачка, но когда ты отдаешь 4,5, есть некая попытка сделать эту историю эксклюзивной, сделать этот стиль обособленным, сделать эту тачку тачкой своей собственной, выделяющейся из ряда, потому что, хотелось бы. Но, вероятно, они сэкономили просто на дизайне в пользу всего вот этого вот. Но за 4300, а в минималке эта машина может стоить 3200, вот 3200, это уже прямо цена. Понятно, что за 3200, я подозреваю, у нас не будет ни V8, там будет V6, по-моему, на 3,6 литра у них, на 249 сил, который еще, по-моему, по налогам пройдет, или 248, вы поняли, короче, да? И там не будет, наверное, всего вот, сейчас, прикинь, управление жестами сработает. Сейчас, погоди. Вот видишь, не целиком они... Есть еще куда поработать. То есть управление жестами пока не включили. Но все остальное... Ребята, я не знаю, что еще добавить. Вот это, я с этого просто мне рвет башню. Ребята, это космос. Это просто космос. Я уже это хочу. Рельсы вот эти вот. Она их вообще не замечает. Она крутая. Не могу слова сказать против того, чтобы купить эту машину. Ее 100% надо купить. Я могу в кастоме настроить отклик руля, отклик амортизаторов и отклик полный привод можно настроить. Серьезно? Есть спорт-режим полного привода. Интересно, что муфта быстрее закусывает? Так, как мне вернуться обратно в драйв? Все понял. Тебе надо все перелистать через все это. Круг стила! Зад первым идет на отпускании газа. Она ввинчивается! Она ввинчивается! Нифига себе! Вот это был топ! Офигеть! Офигеть! Офигеть траектория! Ну да, конечно, понятно, что это все-таки полный привод, и работает он как-то странновато, и, то есть она вас норовит распрямить и заносит ее на сбросе газа, потом вы снова газ подкидываете, этот типа угол минимальный пытаетесь держать, и там все вот это вот, но это было азартно. Это было реально азартно и прикольно. Ключевой момент в таких машинах является то, насколько она чувствует себя в абсолютном комфорте, когда сзади сидит пассажир. У меня здесь гора кнопок, у меня здесь все настраивается, все управляется. Я могу себе даже включить, по-моему, монитор. Он единственное, что двигается, конечно, вот так вот механически. Ну, я даже здесь могу посмотреть карту, еще пошариться по настройкам. Кстати, настройки здесь такие довольно развитые, их много. Какая-то точка Wi-Fi, по-моему. Да, точно так же. В общем, чего только тут нет. Это не сенсорное. Вот в этом есть косяк. Придется искать здесь кнопку Back.
Но, тем не менее, настраивается звук. Отсюда, естественно, я смогу включить и музыку, и смогу включить видео, если я вставлю здесь флешку в USB, вот она здесь вставляется. Здесь же сзади у меня есть даже беспроводная зарядка для телефона, вторая в этом автомобиле. То есть сзади я также свой телефон смогу заряжать без каких-либо проводов. Есть шторка, правда, тоже механическая, естественно, стеклоподъемник. Причем сзади у нас пакет, да, это стеклопакет, стекла двойные. Сильно не хватает, я бы сказал, второго люка, потому что получается в таком режиме, если я скрылся от всех людей, и вот заднюю шторку еще подняла, я ее могу, по-моему, вот так вот даже опустить, естественно. Получается темновато, даже днем, мы сейчас вот солнечную погоду. Если сейчас была бы ночь, это был бы вообще кромешный абзац. Тем не менее, если был бы люк, то этой истории удалось бы избежать, и мы бы не парились. В любом случае, подстаканники есть, тархун не расплескивается, можно ехать спокойно. Притом машина эта лонгом как таковым не является. То есть если мы нажмем одну кнопку, это все делается очень успешно. Переднее кресло уезжает прямо вот туда. Мое раскладывается как бы в лёжку, но на самом деле просто нет. Оно становится чуть-чуть более наклонено назад. И при этом вот есть такой косяк. Наверное, я сейчас опять же возьму экшн-камеру, как в этой машине часто бывает, и покажу вам, что я сейчас вижу в мониторе спереди. Я не вижу ничего, потому что у него механическая регулировка. Поэтому, Игорян, пожалуйста, помоги мне. Вот видите, здесь требуется все-таки мануальная терапия некая от водителя, и без него я сделать, к сожалению, ничего не смогу. Это недостаток, с одной стороны. С другой стороны, цена автомобиля настолько божественно, настолько за 4300 здесь всего действительно много, что даже не знаю, можно ли назвать это косяком. Естественно, есть вентиляция, поддержка поясничного отдела, электрические подголовники на заднем ряду. Да, ребята. Все это есть, зеркала. Такие почему-то открываются, их приходится еще вот так вот потом доводить, потому что они немножечко не совпадают с твоими желаниями. Ноги, к сожалению, не вытянуть, полочки для ног нет. Что делать? Зарядочка, розеточка. В целом, конечно, автомобиль нарядный, вот прям ничего не могу сказать. Я вам даже больше скажу, до этого я понятия не имел, что Kia в принципе делает V8. Оказалось, что она делает их неплохими. И во-вторых, она делает машины представительского класса, которые действительно едут как машины представительского класса. Если бы еще вчера меня спросили, на чем тебя забрать из аэропорта, на семерке или на Kia? Я сказал, ты че? На Kia я доеду на Яндекс.Такси. Какие проблемы? Дай мне нормальную тачку. То в этот раз, уже после этого тест-драйва, я с удовольствием скажу, чувак, возьми К900. Просто потому, что она неприметная. И если, допустим, я какой-то депутат, то я могу позволить себе все элементы роскоши, при этом не объявляя это всему остальному миру. Это такая очень модная фишка. Сейчас ездят на каком-нибудь там Корисе, Генезисе, вместо большой немецкой тройки. И ты получаешься вроде как с народом, но это вот уже, те вот далекие схемы, для которых нам еще, ребятушки, грести и грести. Но 4300 это уже, в принципе, что можно купить за 4300? За 4300 можно купить пятерочку BMW, такую. E-класс в небольшом фарше, Audi, все где-то в серединке, все как-то вот так. А здесь такое количество опций, которое в конкурентах будет, наверное, за 5,5, за 6, если честно. То есть, получается, это выгодное предложение, как по мне. При том, что и мультимедиа не отстает, и комфорт есть, и сзади дети, допустим, или супруга, если у вас большая семья, будут чувствовать себя просто в обалденном комфорте. Да, здесь никогда не будет столиков, здесь никогда не будет сзади планшета, здесь никогда не будет какой-то прямо супер роскоши. Но за эти деньги это прекрасно. Багажник для большого седана вещь не самая важная, но быть должен обязательно. И в нем должны быть всякие удобные кайфы, и здесь с ними полный косяк. На самом деле,
он открывается с брелка. Это все здорово. Это как у любой нормальной, серьезной, дорогой машины есть кнопочка, с которой этот багажник можно закрыть, но с этого же брелка его невозможно, к сожалению, закрыть. Ни однократным нажатием, ни длительным нажатием, ни двойным нажатием. Как я не пытался, по крайней мере у меня, закрыть этот багажник не получилось. И не так много кнопок-то всего и на брелке. В общем, не знаю я, что делать, но закрывается он в итоге все равно только с нажатием кнопочки рукой. Это раз. Два, ну-ка, при этом остановиться и открыться. А теперь и открыться дальше он сможет, но ни в коем случае не закрыться. При этом в багажнике очень удобно, когда у вас есть прикуриватель, потому что, к примеру, я вожу с собой постоянно много съемочного оборудования, аккумулятора, я заряжаю, к примеру, если у вас дети, у вас может быть гироскутер, всякая еще аккумуляторная дичь, и почему-то у меня в Range этот вот прикуриватель постоянно используется, здесь его нет. Его просто нету, и все. Единственный прикол этого багажника в том, что есть лючок для лыж, который вы можете использовать, чтобы перевозить длинномеры в этой машине. Плинтуса вы себе домой купили, да, вы на ней довезете. Но прикуривателя здесь не будет. Полноразмерной запаски здесь также не будет, здесь только докатка. И хотя сам аккумулятор у нас находится здесь же, в нише запаски, он аж на 110 ампер-часов, но при этом обычного прикуривателя мы сделать все-таки не догадались, что, честно говоря, крайне обидно. Потому что приходится возвращаться и нажимать все это рукой. Хотя уже так привык всю жизнь делать это с брелка. А так, ладно, едем дальше. Остановись. Слушай, он жмет нормально так. Сейчас меня сломаешь. На стекло. Но не остановись. Нет. Да. Я ж себе, блядь. О, там. Ну, давай повыше. Это наша... Все, ты доволен? Понравилась тебе машина? Все, отлично. И ремни не нужны, слушай. Игорян сказал, что себе купит. Все. Главное отпустить обратно сиденье. Ты уж с пресс-парка снимай. Это Face ID, смотри, на торпеде теперь отпечаток твой. Face ID. Классная тачка. Итак, мы сегодня поняли, что Kia это, ну вернее не мы, а я, честно говоря, понял, что Kia это действительно крутые тачки. То есть за 4300 купить столько машины, это будет очень сложно. И главное, что все это прекрасного качества. У меня нет никаких претензий к этой строчке, к этой коже. Это действительно хорошая, качественная кожа, нормальная, которая действительно хорошо пахнет и хорошо чувствуется в руке. Это все необходимые системы, как по комфорту, так и по безопасности. Дизайн, это вот немножечко не удалось. Нужно было делать что-то свое, как я и говорил. Причем этот дизайн касается экстерьера и интерьера. В остальном же V8 на 400 сил есть. Атмосферный при этом, относительно бесхлопотный. Полный привод для комфортной езды зимой есть. Лонга, да, не хватает, нужно больше комплектации, но опять же за другую цену будет и больше комплектации. И сегодня я вот так думаю, а если за одни и те же деньги перед вами ставят Kia K900 и что-то из большой немецкой тройки, это однозначно будет жирнее по опциям и прочему, по качеству оно им равно, потому как оно и едет, оно где-то чуть-чуть рядом, хоть и немножечко на ступень ниже. И ты уже серьезно такой думаешь, а если мне не нужен бренд, а если мне не нужны понты, то если у меня вот до этого не было S-классов, семерок, А8 и прочего чего, да эта машина, я просто вам гарантирую. Вот сейчас будут говорить, наверное, что там продажный тест и так далее, это уже было много раз. Любого посади сюда, и он скажет, что это крутая тачка. Я вряд ли смогу найти человека, который с оглядкой на эту цену скажет, что это полное фуфло. Да, она вторична, это ее огромная проблема. Но классная ли она? Безусловно. Можно ли остаться с ней жить? Да без проблем, да на века. Да можно возить не всю семью, на любое расстояние, на любой скорости, с отличной динамикой. Она увезет вас практически в любую доступную для седана точку. Я считаю, это победа. Но она лишь носит временный характер, потому что в абсолютном значении все равно эта машина вторична. Когда Kia станет именно Kia,
Вот именно когда я буду хотеть себе Kia, а не перелицованные уже известные мне до этого формы, вот тогда мы встретимся еще раз и поговорим. А пока что К900 – это отличная попытка выйти в топ. Спасибо вам всем огромное, что смотрели это видео. Огромной вам всем удачи и пока.